Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я делаю стабильный крем из манки, и делать я его буду в двух вариантах. Молочные варианты со сливочным маслом и веганский постный вариант без добавления продуктов животного происхождения. И покажу вам, как сделать этот крем для украшения тортов и для начинки тортов. Этим кремом очень удобно работать именно в выравнивании. Итак, что же нам для этого понадобится? Во-первых, озвучиваю обычную молочную версию этого крема. Здесь у меня 350 мл молока. Нагреваю до состояние закипания. 250 грамм масла сливочного, сейчас оно у меня просто нагревается, мы его не трогаем. Здесь у меня 150 миллилитров молока, чтобы размешать заварную основу, 50 грамм манной крупы категории М, то есть из мягких сортов пшеницы, мелкая такая манка, мягкая, пакетик ванильного сахара и 100 грамм сахара и щепотка соли обязательно. Пока молоко у меня закипает, сейчас я приготовлю основу из манки, сахара и ванильного сахара. Высыпаю все в молоко холодное. Это мы делаем для того, чтобы не образовалось комочков. И сахар весь добавляем туда. Можно также в холодном молоке все это умеренно доводить до кипения, но у кого-то, кто новичок, может это не получиться, поэтому показываю самый надежный способ. Уже вливать будем готовую разведенную основу в горячее молоко. Молоко закипело, кипятить его не нужно ни в коем случае. Помешиваю в центре ковшика и вливаю туда всю смесь с манкой. Манка, еще раз повторяю, у меня категории М, то есть из мягких сортов пшеницы. Кто в Германии живет, это Weichweizengrieß, правильно она называется, именно Weichweizen. Вот, все это перемешиваем, ставим на огонь и доводим на среднем огне до кипения, до булек. У меня это заняло 5-6 минут. Масса сильно загустеет, вы ее почувствуете. И когда пойдут уже такие активные бульки, смесь готова. Мы ее снимаем с огня. Все, бульки пошли. У меня прошло уже почти 6 минут. Но это на моей плите. Но где-то 5 минут вот так вот в среднем на это уходит. На среднем огне я это увариваю. Я снимаю все это с огня. Теперь я это переливаю в плоскую тарелку, неглубокую, где заварная основа будет остывать до комнатной температуры. Ничего у меня не пригорает. При постоянном непрерывном помешивании нужно доводить до кипения эту смесь. Накрываем обязательно в горячем виде пищевой пленкой в контакт и так оставляем остужаться до комнатной температуры. Масло же у нас нагревается до комнатной температуры. Прошло у меня несколько часов. Смесь остудилась, заварная до комнатной температуры. По сути, это манная каша. Масло же нагрелось до комнатной температуры, оно должно быть минимум 21 градус Цельсия, от 21 где-то до 25 градусов. Взбиваем масло до такой побелевшей пышности, скажем, до хорошего побеления, до пышности. И на это уходит где-то минуты 3 точно. Вот в таком вот емкости, в такой для взбивания. Видите, тут желтое, вот это я начинала взбивать, и вот таким белым оно стало. У меня манка такая очень нежная, поэтому заварная основа у меня получилась вот такая вот немножко рыхлая. Огромное количество сейчас сортов манки существует. Я взяла самую нежную, и поэтому у меня получилась она такая. У вас же, если она более плотная, в 3 приема вводим. Забыла сказать, в 3 приема вводим в масло и взбиваем вот так до пышности. И вот такой крем у меня получается. Если же у вас более плотная манка, она у вас будет более твердая, эта основа. Видите, вот такой бархатистый крем у нас получается. Он не глянцевый. Если вам мешают эти крупинки, вы манную кашу должны сначала пробить блендером. Я этого не делаю, мне они не мешают как бы. Идеально отсаживается из кондитерского мешка. Насадка здесь у меня 1М, шапочки у капкейков превосходно отсаживаются. Здесь я отсаживаю также тюльпаны
сразу из насадки тюльпан. Также я делаю у этих тюльпанов вот такие вот типа листочков. Здесь я взяла насадку «Открытая звездочка» 8 миллиметров. Идеально держит форму крем. Окрашивается он, конечно, вот такими вот пятнышками. Манка окрашивается темнее, чем сам масляный вот этот крем. Но с другой стороны он получается даже более интересным в окрасе, этот крем. И этим кремом очень хорошо выравниваются торты. Обязательно сниму отдельное видео по выравниванию этим кремом. Сейчас мы приготовим заварную основу для веганской версии. Сейчас веганская версия этого крема. Здесь у меня 700 мл миндального молока. У меня 300 мл, в котором я буду разводить манку. 700 мл я довожу до кипения. Вы же можете вместо миндального молока брать яблочный сок. Также можете брать любой вообще сок от любого фрукта, который вы любите. Но, на мой взгляд, вот миндальное молоко можно брать не молоко овсяное, можно рисовое, все, что вам нравится. Берите и делайте этот крем. Я же сегодня беру именно миндальное молоко. Здесь у меня 100 грамм манки из мягких сортов пшеницы. Здесь у меня 200 грамм сахара, щепотка соли. На заднем плане у меня доходит до комнатной температуры 250 грамм веганского маргарина. Ванильный сахар я отправляю в 300 мл молока миндального. Туда же я отправляю 100 грамм манки и 200 грамм сахара и щепотку соли. Все это я перемешиваю просто венчиком и жду, пока закипит 700 мл миндального молока в кастрюле. Кастрюлю берем с толстым дном, чтобы ничего у нас не пригорало. Так просто удобнее будет нам в работе. Мы не кипятим здесь молоко вот это веганское, мы просто его доводим до кипения. Помешиваем в центре кастрюли и вливаем туда всю смесь манки, сахара, соли и миндального холодного еще молока. И теперь доводим до кипения на среднем огне где-то минут 5 при непрерывном помешивании. Смесь начнет густеть у вас прямо в руках, вы ее почувствуете. По сути, мы варим манную кашу. И пойдут, когда активные бульки, мы все это снимаем с огня и переливаем в посуду, где будем остужать заварную основу до комнатной температуры. Вливаю, я потом перелью, уже по прошествии времени перелью в 2 более маленькие посуды. Здесь обязательно накрываем пищевой пленкой в контакт. Прошло у меня несколько часов. Вот так я перелила в более мелкие миски. Заварная основа остыла до комнатной температуры, маргарин нагрелся до комнатной температуры. Здесь в стеклянной емкости у меня сок лимона свежевыжатый 2 столовых ложки и цедра 1 лимона вот такого размера. Для этого крем я буду сейчас делать для начинки постного медовика. Постный медовик будет в следующем видео. Маргарин взбиваем до белой пышности, минуты 3 точно. И теперь я вам покажу, что я сейчас сначала 1 миску, эту заварную основу туда добавлю, в 3 приема добавляем. И взбиваем до пышности, до однородной массы. Я добавила все содержимое 1 миски. Видите, по сути получился такой же стабильный крем, как и на молоке мы делали. Я же хочу начиночную версию сейчас делать. Параметры в описании к данному видео и для начинки, и для украшения. 2 разных сетки ингредиентов я напишу. Сейчас я ввожу сюда и 2-ю тарелку этой моей заварной основы, моей по сути веганской манной каши. И вливаю туда всю лимонную смесь. У меня это будет вкуснейший крем для постного медовика. Также его можно использовать для постного Наполеона. Я очень люблю тоже этот крем. Для постного торта Спартак. То есть для таких тортов, в которых содержится много коржей, и крем этот не очень стабильный. Вот так он взбился. Видите, он побелел у нас этот крем. И есть еще крупинки манки. И вот смотрите, сейчас я его пробью блендером. И он станет более гладким, пышным и однородным. Видите, пробила блендером, сразу видно, что он стал более глянцевым.
Он немножко разжижился, но он потом постоит, он опять станет более таким стабильным. И сейчас в таком виде я накрываю его обязательно пищевой пленкой в контакт, и с ним уже в следующем видео, но я сразу это буду делать, просто я покажу вам это в следующем видео, я буду собирать постный торт медовик. Очень многие просят этот рецепт, я покажу, это мой авторский рецепт, как я это делаю без яиц и молочных продуктов. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.